Анжелика, рада приветствовать вас, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами, что нас смотрите, ставите лайки. Таким образом, больше людей смогут услышать нужную им информацию. Не забывайте подписаться на канал Доктор Кострик. На канале уже много полезной информации о здоровье. Стараюсь быстро отвечать на ваши вопросы, ведь здоровье людей – это очень важно. Учитываем ваши пожелания в комментариях, а чтобы не пропустить выход новых видео, жмите на колокольчик. Тема сегодняшней нашей встречи – раны и порезы. Рана – это нарушение непрерывности наружных слоев кожи, слизистой оболочки и более глубоких тканей. Характеризуется болью, кровотечением и расслоением краев. Чаще всего наблюдают поражение кожи, однако рана может распространяться на полости тела и внутренние органы. Среди ран и порезов различают ссадины эпидермиса и порезы, проколы, ушибы, рваные, укушенные раны, огнестрельные ранения и другие, в зависимости от обстоятельств, при которых они произошли, предмета, которым они были нанесены. На начальном этапе рана или порез заполняется кровяным сгустком, который служит естественной повязкой и защищает рану от микроорганизмов. Струп, образующийся над тромбом, представляет собой защитный барьер, под которым макрофаги проникают в рану, очищая ее от мертвых клеток. Макрофаги – это клетки, способные поглощать и переваривать чужеродные или вредные для организма частицы. Это бактерии, остатки разрушенных клеток и так далее. Небольшие раны заживают полностью и не оставляют шрамов, в отличие от глубоких ран, которые не позволяют организму восстанавливать все слои кожи. Заживление ран и порезов делится на 3 этапа. Это самозакрытие сосудов при ране или порезе. Это травмы, вызывающие нарушение непрерывности сосудов, вызывают немедленное сморщивание тканей и сужение сосудов, что приводит к коагуляции и образованию пробки, закупоривающей просвет сосуда и останавливающей ток крови наружу. На этом этапе образуется тромб, который склеивает края раны. Фаза очищения раны. Порезы и раны вызывают воспаление, которое является реакцией на нарушение непрерывности кожных тканей. Затем в районе пореза скапливаются воспалительные клетки в виде лимфоцитов и гранулоцитов. Это проявляется отеком раны, покраснением, болью и повышением температуры. Воспаление вызывает расширение местных сосудов, что облегчает проникновение иммунных клеток в рану. Клетки предназначены для очищения раны от остатков сгустков и бактерий. Раны с прямыми краями заживают быстро, максимум 4 дня. Однако грязные раны и порезы с неровными краями и дефектами тканей заживают хуже, поэтому следует сначала тщательно промыть рану, а затем продезинфицировать ее. Процесс восстановления поврежденных тканей и возможного рубцевания включает возрождение клеток кожи и восстановление ее непрерывности, то есть рубцевание, грануляцию. Процесс заживления – это дело индивидуальное и зависит от нескольких важных факторов: степени контаминации раны и способе ее дезинфекции. Контаминация означает непреднамеренное такое попадание болезнетворных бактерий в организм пациента и нанесение ему вреда. Дезинфекция же – это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов обеззараживания. Также зависит от места повреждений. Экспериментировать зеленым еще сделает типа повреждения, а также формы и размера раны или пореза.
Количество тканей, которые были повреждены, также от этого зависит, быстро или медленно заживает рана или порез. Также определяется наличием инфекции или гематомы в области раны, а также кровоснабжением и температурой. Кроме того, следует учитывать иммунную систему и питание пострадавшего. Исцелению может препятствовать сопутствующее возникновение общих заболеваний, например, диабета или гипертонии. Кроме того, у пациента, получающего химиотерапию или принимающих стероиды, заживление может занять длительное время. Виды ран и порезов. Истирание или повреждение эпидермиса обычно происходит из-за легкого давления твердого тупого инструмента, попадания или удара о твердую шероховатую поверхность. Рана неглубокая, поврежден только поверхностный слой кожи. Однако незначительные повреждения кожи не следует оставлять без внимания, так как они могут стать причиной гнойных инфекций. Режущая рана возникает в результате воздействия на кожу острого, режущего предмета, например, стекла, ножа или бритвы. Края и стенки раны гладкие, ровные. Кровотечение из такой раны обычно очень обильное, а кровь, вытекающая из раны, вымывает нечистоты. Разрез обычно заживает хорошо и риск заражения низок. Колотая рана. Характеристики колото-резанной раны аналогичны характеристикам резаной раны. Колотая рана возникает в результате травмы острым, длинным и узким предметом, например, гвоздем, вилкой, ножом, штыком и так дальше. Наружное отверстие небольшое, но просверливаемый канал может быть глубоким. Эти предметы иногда проникают глубоко в ткани и могут вызвать обширные внутренние повреждения. Колотая рана может привести к внутреннему кровотечению. Особую опасность представляют проникающие ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. Колотые ранения грудной клетки могут привести к повреждению легких, повреждению сердца и крупных кровеносных сосудов, а также вызвать массивное кровотечение с немедленной смертью. Ранения живота из-за возможности повреждения кишечника повышают риск развития перитонита и летального исхода, если больному своевременно не провести операцию. Ушибленная рана возникает в результате удара тупым предметом, например, молотком или камнем. Края ее неровные и раздавленные, а возникающее кровотечение довольно незначительное, поскольку раздавливаются и кровеносные сосуды. Ушибленные ткани быстро отмирают, а затем наступает некроз, то есть омертвление. Оба признака – скудное кровотечение и ушиб тканей – способствуют быстрому развитию инфекции. Рваная рана возникает в результате внезапного контакта с изогнутым инструментом, например, крючком. Края его неровные и зазубренные, а внизу можно увидеть потрепанную жировую клетчатку и мышцы. Часто наблюдается поражение кожи и более глубоких тканей. Укушенная рана, обычно более одной, возникает в результате укуса домашних животных, например, собаки или кошки, а иногда и диких животных, там лисы, волка. Эти раны похожи на рваные раны, хотя иногда они могут быть незначительными и выглядеть безобидными. Укус животного сопряжен с риском заражения, поскольку бактериальная флора, обнаруживаемая в ротовой полости животного, очень многочисленна и вредоносна. Укушенные раны представляют опасность заражения бешенством. По этой причине в каждом случае укуса животного, независимо от степени ранения, следует немедленно обратиться к доктору. Даже незначительные повреждения могут представлять серьезную угрозу
так как возбудитель бешенства и слюна животного могут проникнуть через малейшие ссадины эпидермиса, даже если укус был через одежду. Помните об этом. Укушенные раны лица, головы и шеи особенно опасны, поскольку вирус бешенства по нервам попадает в мозг, тогда путь микроба короток и болезнь развивается очень-очень быстро. Чтобы избежать этого смертельного заболевания, следует сделать прививку от бешенства. Первичная обработка укушенной раны. Для оказания первой помощи необходимо тщательно, не менее 10-15 минут, промывать поверхность раны струей воды с мылом. Лучше это будет, пускай хозяйственное мыло, в нем больше щелочи, которая инактивируется, то есть инактивирует вирус бешенства, или любым другим детергентом можно промыть рану. Если так случилось, что нет мыла, тогда разрешается использовать даже средства для мытья посуды, например. Отравленная рана. В наших географических условиях ядовитые раны вызываются именно укусом гадюк и ужалением пчел, ос и шершней. У людей, укушенных гадюкой, могут наблюдаться две характерные точки укуса, а также болезненные отеки и синяки на коже. Вскоре у людей с отравленной раной появляются общие симптомы, то есть головокружение, головная боль, тошнота и рвота, ускорение сердечного ритма, низкое кровяное давление, затруднение дыхания и недомогание вплоть до потери сознания. Укус гадюки может быстро привести к летальному исходу, особенно у детей, если вовремя не оказать медицинской помощи. Лечение отравленных ран включает раннее введение противозмеиной сыворотки. Колотая рана после укуса насекомого. Укус наблюдается чаще всего. Яд пчел, ос и шершней вызывает временный жгучий отек кожи и подкожной клетчатки и, конечно же, покраснение на месте. Иногда, особенно у людей с аллергией на пчелиный яд, отек может широко распространяться, охватывая веки и слизистую оболочку носоглоточной полости, и угрожать жизни больного может, вызывая замыкание гортани и трахеи. Необходимо дать больному антигистаминные, гормональные препараты, обратиться за медицинской помощью. Огнестрельное ранение может быть результатом пули из огнестрельного оружия, пистолета, винтовки или осколков разорвавшейся пули, например, гранаты, артиллерийского снаряда, мины или авиабомбы. Пуля или осколок могут оставаться в тканях, слепое ранение, или пробить их насквозь. Это называется пулевое ранение. Колотые раны имеют вход и выход. В этих ранах повреждение тканей происходит не только за счет непосредственного воздействия пули, но и за счет ее кинетической энергии. Если пуля попадает в особо опасную часть тела, например, в череп, грудную клетку, брюшную полость, угроза жизни раненого становится серьезной. Бывает, что они погибают на месте или вскоре после аварии. Раны, нанесенные разрывающимися пулями, особенно опасны не только из-за своей протяженности, но и потому, что в них легко могут развиваться анаэробная инфекция, в том числе газовая гангрена. Что нужно делать при ранах? Сначала рану следует очистить, чтобы избавиться от патогенной микрофлоры, например, столбнячной палочки. То же самое касается и порезов. Их следует очень тщательно промыть водой, а затем продезинфицировать бактерицидным препаратом, например, бетадином, перекисью водорода или хлоргексидином. Однако помните, что не следует очищать раны слишком интенсивно, так как это может еще больше повредить ткани. Кроме того, не следует использовать для умывания препараты, содержащие йод или спирт, так как они дополнительно раздражают поврежденную кожу.
Кроме того, они пересушивают ее, что задерживает регенерацию, то есть восстановление. Риванол обладает доказанными антибактериальными свойствами, например, в форме раствора или таблеток для приготовления раствора, который часто рекомендуют при труднозаживаемых и инфицированных ранах. Кровотечение из ран должно прекратиться через несколько минут. После дезинфекции можно наложить пластырь на рану или порез. Также применяются гидроколлоидные повязки. Гидроколлоидные повязки, у них есть свойство ускорять процесс заживления. В аптеке имеется ряд готовых пластырей с повязками. Лучше всего покупать разного размера. Самое главное, чтобы повязка закрывала всю рану и пропускала воздух. Для аллергиков выпускаются специальные серии, например, какие-то там дермпласт и так далее. А для активных людей водостойкие средства, например, дермопласт аква. Если поврежденная кожа контактировала с гравием или песком, проверьте, когда пациенту в последний раз делали прививку от столбняка. Если это произошло более 10 лет назад, необходимо немедленно обращение к доктору, чтобы он оценил опасность и назначил возможную вакцинацию и введение столбнячного анатоксина. Как же продезинфицировать рану, если под рукой нет дезинфицирующего средства? Спросите вы. В такой ситуации тщательно промойте рану теплой водой с мылом. Я уже ранее говорила об этом. Крепкий спирт можно применять при небольших ссадинах или при высоком риске заражения, поскольку он вызывает сильное жжение и повреждает белковые элементы раны. Если у вас нет стерильной повязки, дайте ране высохнуть. Затем засохший порез можно смазать дезинфицирующей мазью, глубоко проникающей в кожу, например, пребиотиком. А я очень надеюсь, что информация была полезна для вас. Возникли вопросы? Пишите в комментариях. Всегда буду рада им и вовремя на них отвечаю. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До новых встреч!